Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад события ближайшего будущего. Таро на неделю с 15 по 21 июля. Давайте узнаем, какие подсказки нам дадут с вами карты. Конечно, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И если допустить возможные варианты развития событий, мы с вами сумеем просчитать какую-то историю или свою стратегию, тактику. Иными словами, наш расклад будет чем-то полезен. Итак, мы зададим наши традиционные вопросы в еженедельном раскладе. И первая карта, первый вопрос. Что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Денежная энергия на неделю. И, как карты видят, личную жизнь. Итак, ух ты. Вот так, что важно знать? Не сидеть в одиночестве. И если все же у вас сольный вариант, это реальность, значит, нужно продумать, как обновить свою жизнь. Может быть, какая-то сфера интересов, но где-то же вы должны познакомиться. Но то, что мы не замыкаемся в 4 стенах для тех, кто один или одна, по этой карте это точно. Благополучие – это то, что мы, где-то прикладываем усилия. И пусть это касается личной жизни, но тем не менее личная жизнь тоже своеобразная работа, это действие. Это то, что мы что-то креативим, создаем, улучшаем в конечном итоге. Ну а для тех, кто в паре, мои дорогие весы, именно когда ваши отношения уже наполнены любовью, взаимопониманием, и даже если были тонкости и нюансы, без этого, наверное, ни у кого не бывает, прекрасное время договориться или насладиться обществом друг друга. Конечно, могут быть банально вопросы, связанные с, допустим, улучшением ваших жилищных условий. Вы делаете жилье более комфортным. Или это какие-то вопросы вы по инстанциям можете решать, потому что разные аспекты бывают, а кто-то дома будет этот комфорт уютно водить. Или сообщение от ваших родственников, и такое тоже может быть. Неожиданности. Мои дорогие весы, наверное, мне пора заканчивать наш расклад, потому что, когда раньше карта Солнца выпадала, говорили, у тебя все хорошо. И даже понятно, что наша жизнь не бывает без неожиданностей, или бывают какие-то препоны, препятствия, увы, это реальность. Но каким-то образом все равно есть варианты для себя решить любой вопрос в положительную сторону. Карта Солнца, карта счастья. Конечно, это карта нашего эго и наших желаний, но желания сбываются. Поэтому эта неделя очень продуктивная сама по себе. Посмотрите, карта счастья, по сути дела, десятка кубков. Карта, когда мы довольны своей жизнью, самими собою. И когда, в принципе, больше положительных моментов. Ну и карта Солнца, когда мы можем что-то осуществить значимое. И я могу сказать так, в колоде Таро всего 2 карты, которые обозначают выбор правильного направления. Это карта звезды или звезда. Это 10-20 лет, то есть дистанция такая более длительная. И карта Солнца это где-то в районе полгода. И мы как раз с вами смотрим, это у нас где-то середина июля и вот до конца 2024 года. Подобной энергии ваша задача сохранять, улучшать, делать свою жизнь более счастливой, мои дорогие. Пространство, Вселенная вам будет в этом помогать. Чему сейчас не время? Но я не могу сказать однозначно, чему сейчас не время. Ну, разве что быть более таким отстраненно, жестко рациональным. Хотя ведь это ваша карта, какие-то задумки, они должны быть реализованы. Ну, к примеру, мы в вопросах, у нас 2 такие прекрасные карты выпали, в вопросах любви, в вопросах взаимоотношений мы не можем быть, как сухарь такой рациональный.
где-то не просто дипломатия с позиции манипуляций. Нет, это о добре нам карта может говорить. Или о чувствительности. Чувствительность – это не эмоции, а это когда мы что-то делаем от души. Не потому что это выгодно. Вот с позиции выгоды оценивать свою жизнь, пожалуй, не стоит. Есть какой-то высший смысл. Или как, ну, допустим, мы не будем полностью счастливы, если мы, ну, удачливы в какой-то одной сфере жизни. Допустим, мы удачливы в работе, или у нас с финансами все в порядке, а вот личная жизнь хромает, может быть, на одно, а то и на обе ноги. И вот для полного счастья нам нужно навести полный порядок и баланс. Где-то об этом нам и говорит Сатурн, ретроградный Сатурн в рыбах, который возвращает на пересмотр некоторые вопросы. И для вас не на последнем месте вопросы личной жизни в целом на вторую половину 2024 года. Как-то так у вас наш расклад складывается, мои дорогие весы, как будто карты вам хотят указать направление. Что же вам будет помогать? Опять же, продолжение все той же самой темы. Карта любви, карта взаимопонимания. Самое главное – карта искренних взаимоотношений. Карта еще говорит о том, что вы сумеете любой вопрос решить именно путем договоренности. Давайте мы узнаем, что же скрыто. Ну, вот какие-то манипуляции могут быть. Это может быть и ваша, безусловно, какая-то задумка, цель. Или, может быть, не со всеми мы можем быть как открытая книга. Этого не нужно делать. Есть вопросы рационального порядка, когда мы, допустим, с коллегами по работе общаемся, или мы идем в какие-то инстанции, мы общаемся с чиновниками или решаем документальные вопросы, все что угодно. Да, здесь нужно быть рациональным. Может быть, просто не мешать боб с горохом, не мешать ту сферу, где необходимы чувства, и не смешивать с какой-то рациональностью в нашей жизни. А также, глядя на все эти карты, я бы сказала, не время конфликту, мои дорогие. Тут с учетом семерки мечей, что скрыта какая-то правда может открыться. Это может и сам человек. Может быть, прежде он совершил какую-то ошибку, ну, по разным причинам. А здесь он вам может признаться в том, что, ну да, вот где-то там сглупил. И тогда карты нам говорят, не время выяснять отношения. Именно через дипломатию. Или ты принимаешь, и ты будешь, ну, более благородный, насколько у кого чего будет касаться. Либо ты делай выводы, но сказать, что мы кому-то там вспоминаем что-то, то нет, не время, как будто у нас король мечей выпадает в позиции, чему сейчас не время, что нам может помешать, осложнить как бы нашу жизнь. И если это никаким образом неприемлемо, какая-то правда или то, что вы узнаете, то тогда мы делаем выводы и идем дальше, не устраиваем какой-то конфронтации. Ну, здесь могут быть попросту, мои дорогие, все-таки у нас десятка кубков выпадает. Что важно знать? У кого-то будут вопросы семейные, когда есть возможность как раз совершить глубокие, откровенные разговоры, расставить все по местам или договориться, у кого чего касается. Но дипломатия, наверное, в квадрате, мои дорогие весы. Вот такая неделя. Возможностей много, понимаете? И эти возможности нельзя упустить. Давайте мы посмотрим с вами дела, работы, бизнес. И на девятку кубков нам, конечно, обещают карты как увеличение дохода или конкретно какие-то бонусы, может быть, денежные, ну как это называется, может как премия какая-то или поощрение, может быть. Это могут быть и дела, работа, бизнес, что-то удачно сложится в плане оформления документов или то, что вы хотели осуществить. Это карта самодостаточности. Поэтому на работу с документами, на какие-то согласования, любые дела и какие-то тонкости, и неважно, чем вы занимаетесь. У кого-то это прорыв в каком-то творческом процессе может быть, да? У кого-то банально, наконец, вы получаете тот документ, где все никак какой-то чиновник не мог поставить печать и подпись. У кого-то из вас решится более серьезный какой-то вопрос, а для кого-то из вас бизнес пойдет в гору. Перекладывайте на себя. Финансы. Карта Луна. Ну вот с финансами надо быть аккуратным.
И хоть где-то предвещает по девятке кубков, что наши дела пойдут на подъем, ваши, мои дорогие весы, но Луна – это тысяча неопределенностей. Поэтому, если мы говорим, кстати, десятка кубков, опять же, возвращаясь к первой центральной карте всего нашего расклада, это карта семьи, карта дома. Мы говорили о том, что мы можем улучшать дом. Так вот, по финансам как раз какие-то приобретения с учетом карты Луна у вас могут быть. Это когда для большей комфортности вашего жилища. Или когда вы в вашей паре, может быть, как раз какие-то разговоры совершите, помиритесь и решите что-то дома, ну, реструктурировать или переделать, освежить ваше жилище, чтобы отказаться от каких-то прежних старых энергий, ну, как-то себя двоих порадовать. Потому что Луна – это тепло домашнего очага. Это где-то наш релакс. Может быть, когда вы захотите потратить именно на какие-то вопросы, которые касаются отчасти вашего здоровья. По Луне такое тоже может быть. Именно в плане улучшения, восстановления сил. Карта может и говорить о том, что кто-то из вас сейчас попросту в отпуске. Но все же Луна есть Луна, и тысячу неопределенностей никто не отменяет. Поэтому с деньгами я бы сказала, мои дорогие весы, быть аккуратнее. Личная жизнь, вот правда. Карта победителя. Вот как вы корабль своей судьбы в какую сторону направите, то вы и получите. Вот такая знаменательная неделя, удивительный расклад. Посмотрите. Не всегда так бывает, что в какой-то логически стройный ряд выпадают карты. Ну, наверное, как и наша жизнь, с тысячу каких-то турбулентностей и внезапностей. И как раз договориться, закопать топор войны или разобраться для вас лично с каким-то очень важным вопросом, который, ну, как приоритетный считается. Тогда получить то, что вы хотите, но не путем доказательств, а мудрого отношения к тому, что происходит, каких-то важных решений, откровенных разговоров или правильных выводов. Но победу как будто нам карты уже обещают. И карта говорит еще о чем. Вот эти достигнутые позиции, мы не можем после этого расслабиться. Нам придется дальше что-то продолжать, где-то удерживать себя в той же плоскости, в плоскости отношений или каких-то ваших начинаний, отчасти дела, работа, бизнес. Что-то нам придется продолжать и уделять этому внимание. Все же карта победителя нам говорит о том, что как только ты расслабился, все пойдет наперекосяк. А тебе эту победу придется удерживать, потому что 50% успеха достичь какую-то высоту, а все остальное требует нашего внимания. Это остальные 50%, чтобы эта победа была не краткосрочная, а выложилась какой-то более красивый узор. И для вас это означало, ну, совершенно иное качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.